Всем привет, мои подписчики, любители природы и охоты. Сегодня я решил записать видео про то, как получить охотничий билет в Германии и стать полноправным охотником. Потому что вопросов на эту тему просто огромное количество. Да и сам я прошел этот нелегкий путь, повсюду искал информацию, а в то время ее было недостаточно. И сейчас, после моих видео про охоту в Германии, многие спрашивают, а с чего начать? Сложно ли это? И вообще, реально получить здесь охотничий билет? Сразу скажу вам честно, это не просто. Пошел, оформил бумажку, заплатил деньги и начал охотиться. В Германии одна из самых сложных, я бы сказал, самая строгая система сдачи экзамена на охотничий билет в мире. Все устроено совсем по-другому, чем в наших бывших республиках СССР. А теперь давайте все по порядку. Чтобы получить Jagdschein, так называется по-немецки охотничий билет, вам нужно пройти несколько этапов. Сначала вы записываетесь в охотничью школу, Jagdschule. С этим я вам советую не торопиться, поискать в интернете оптимальный вариант недалеко от дома и по цене, а также по удобству прохождения курсов. Там вы получаете учебные материалы. Раньше это были в основном книги, бумажные носители, сейчас чаще все выдают в электронном виде. Лично я, перед тем, как записаться в школу, купил книгу для подготовки к экзамену. Эта книга, вот такая вот большая, стоила 25 евро. Вот. Здесь не просто тексты, но и картинки, схемы. Показываются различные виды оружия. Есть билеты. Вот схематичное изображение дробового снаряда. Много очень терминов специфических охотничьих. В общем, рекомендую приобрести обязательно такую книгу, прежде чем начать подготовку к охотничьему билету. Лучше потратить 25 евро и понять вообще, что это такое сдача охотбилета в Германии. И первое впечатление у меня было такое, как будто я открыл дипломную работу в сельскохозяйственной академии на отделении охотоведения. Честно говоря, я был просто в шоке. Несмотря на то, что у меня был уже к этому моменту 25-летний охотничий стаж и огромный опыт владения спортивным и охотничьим оружием, многие моменты оказались для меня совершенно новыми. Весь материал подается с другой стороны, с точки зрения охотничьей немецкой культуры, плюс еще и на чужом языке. Поэтому вначале было очень непросто, но шаг за шагом я начал понимать, что сдать этот экзамен вполне реально. Идем дальше. После записи в школу начинается этап обучения, затем экзамены. И только после этого вы идете в ведомство, так называемое Jagdbehörde, которое на основании вашего сертификата об окончании школы, вот такой вот они выдают сертификат об окончании школы, об удачной сдаче экзаменов, подписывает комиссия, ставится печать. И только на основании этого и некоторых других документов вам выдается охотничий билет. Например, в Гамбурге, где я живу и прописан, и который является отдельной федеральной землей, охотничьи билеты выдает специальное подразделение полиции. Самое важное в этой системе – это обучение. И вот тут многие недооценивают, насколько это серьезно. Вам придется изучить довольно большой объем информации. Как я уже показывал вам, это огромная толстая книга с несколькими разделами. Основные темы – это биология дичи. Вы должны уметь различать животных по видам, по полу и возрасту. Знать их поведение, следы, период активности и время, когда на каждый из этих видов можно охотиться. Дальше. Охотничья практика. Как проводится охота, какие бывают виды, как все организовано. Отдельный блок – это оружие и боеприпасы. И речь не просто о том, как заряжать и стрелять,
а о безопасности, устройстве оружия и правилах обращения с ним. Плюс обязательное охотничье право, законы о природе, об охоте, о ведении охотничьего хозяйства, что можно, что нельзя, когда и где разрешено охотиться. Также есть медицинская часть, болезни дичи, в том числе и те, которые могут передаваться человеку. И что многих удивляет, это гигиена мяса. Вы должны уметь правильно обращаться с добычей, грамотно ее разделывать, чтобы мясо было безопасным. После этого вы получаете право реализовывать это мясо, например, продавать его частным лицам или же ресторанам или кафе. Приведу такой пример. Если на экзамене при симуляции разделки дичи, а там и такой вопрос возможен, вы не одели одноразовые резиновые перчатки, то считайте, что экзамен вы уже не сдали. В среднем имеется около 1000 экзаменационных вопросов. И это не шутка. Их действительно все учат. Многие используют приложения на смартфоне. Многие книги и конспекты на уроках в школе, заимствованные у других охотников. Это очень похоже на подготовку к серьезному экзамену. Я бы даже сказал, к защите диплома, а не на какую-то формальность. По времени этот процесс зависит от формата обучения. Классически люди учатся 3-6 месяцев. Если никуда не торопиться, то можно растянуть и до года. Но я этого не рекомендую, потому что за такой долгий срок многое забывается, то, что учил в начале, и приходится часто повторять. Есть интенсивные курсы от 2-3 недель до 2 месяцев. Именно такой формат выбирал я. Но там нужно полностью погрузиться в процесс обучения и фактически жить учебой. Теперь самое интересное и сложное – экзамен. Он состоит из 3 частей. Первое – это стрельба. Для многих это самая сложная часть, так как можно выучить теорию, ответить на вопросы, а вот научиться стрелять за 2-3 недели или же максимум за 2 месяца для некоторых людей это практически бывает невозможным. В разных федеральных землях он проходит по-разному, но, как правило, это стрельба на 100 метров по стоячей косуле, бегущий кабан на 50 метров и стрельба по летящей тарелочке в угон. Но везде есть свои нюансы. Когда я сдавал экзамен, в нашей группе было 24 человека. 8 из них не сдали стрельбу в первый день и не были допущены к дальнейшим письменным, практическим и теоретическим экзаменам. Им пришлось пересдавать стрельбу позже, повторно. Посыпались же все практически на кабане. Даже тарелочки давались легче. Вторая часть письменная. Кандидаты отвечают письменно на вопросы по всем темам. В некоторых федеральных землях это тесты с выбором ответов из 3-5 данных. Вы должны поставить просто галочки напротив правильного ответа, а бывает и 2-3 правильных ответа, здесь важно не ошибиться. А в других в комбинированной форме. Например, я сдавал экзамен в земле Мекленбург-Восточное Померания. У нас часть вопросов требовала развернутых ответов в 2-3 предложения, а другая часть выбрать правильный вариант из нескольких данных. Но там тоже есть свои нюансы. Бывает иногда 2-3 правильных ответа, и вы должны правильно все это пометить. Третья часть, устная, это, пожалуй, был самый стрессовый этап для меня. Вы проходите несколько кабинетов, и в каждом из них сидит комиссия по 2-3, а иногда и 4 человека. В каждом кабинете задаются вопросы на разные темы. Право, оружие, медицина, биология дичи, практика охоты, охрана природы, собаковедение. Кстати, по собаковедению нужно знать около 40 охотничьих пород собак. Не просто узнавать их на фотографии, но и объяснять, для каких целей они используются и какие испытания и экзамены собаки должны проходить, чтобы им дали документы о том, что они могут принимать участие на охоте. Мне, возможно, повезло. Из-за моего знания языка мне задавали вопросы в более упрощенной форме, но мне все равно это было очень непросто. На вопросах по дичи я много рассказывал про косулю, потому что имел с ней практический опыт
еще в Казахстане. Вот так вот мне повезло. Система оценок достаточно сложная. Можно где-то получить слабый результат, но за счет других тем и оценок по ним вытянуть общий балл и в итоге сдать экзамен. После того, как вы прошли все этапы и получили сертификат, вы идете оформлять Yachtshine. Вам необходимо документ о сдаче экзамена, сертификат. Как я уже говорил, он вот такой вот дается, сертификат. Паспорт или удостоверение личности. А также вы должны оформить обязательную охотничью страховку. Стоит она примерно сейчас 50 евро в год. Не забудьте фотографию. Без этих всех документов охотничий билет вам не выдадут. И сейчас имеется одно новшество. В некоторых землях также требуется проверка на благонадежность. Но это нужно уточнять в Яchtbehörde или в полиции отдельно. И теперь внимание, очень важный момент, который многие не понимают. Даже если у вас уже есть охотничий билет, это не значит, что вы можете в Германии просто пойти в любой лес или в поле и начать охотиться. Вам обязательно нужен доступ к охотугодиям. Это либо аренда, но право аренды дается минимум после 3 лет стажа владения охотничьим билетом, либо приглашение как гостя. Так обычно начинают охотиться молодые охотники. И вот здесь как раз проявляется вся система. В Германии охотник — это не просто человек с ружьем, а специалист, который прошел серьезную теоретическую и практическую подготовку, знает законы и понимает природу изнутри. Если подвести итог, сложно ли это? Да, сложно. Реально ли это? Абсолютно реально. Нужно просто понимать, что это системный процесс, а не быстрый результат. Зато уровень вашей подготовки после этого становится совершенно другим. Я бы сравнил это с уровнем профессионального охотоведа, как в Белоруссии или в Казахстане. И это действительно ощущается на практике. Например, ты начинаешь глубоко понимать поведение дичи. Когда самец косули метит свою территорию, когда проходит у них брачный период, в какое время косули собираются в табуны и когда появляются у них козлята. И все это начинает по-настоящему увлекать. Охота в какой-то момент начинает играть совершенно другими красками. Ты начинаешь видеть природу иначе, замечать ее детали, ее красоту с разных сторон. Конечно, такую большую тему, как получение охотничьего билета, невозможно полностью раскрыть в одном коротком видео. Поэтому пишите в комментариях, что бы вам хотелось узнать более подробно. Давайте разберем это в следующих роликах. Друзья, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет еще много интересного. Я планирую продолжать свой курс по обучению стрельбе в лед. Следующая наша тема, которая выйдет, это поводка и упреждение, которую я собираюсь снять именно на стрелковом стенде, чтобы, так сказать, на натуре показать, как это все происходит. Всего вам хорошего, берегите себя.